Джейк сидел на ковре, перед ним лежала разноцветная груда кубиков лего. Рядом с ним, в розовой пижаме принцессы, сидела Эмили. Ее 6-летние глаза были сосредоточены на маленьком замке, который они вместе строили. У нее вырвался легкий смешок, когда Джейк добавил немного шаткую башню. Казалось, это было обычное пятничное утро. Джейк рассмеялся, не подозревая, что маленькая. Неприметная камера на полке напротив записывает их действия. Он даже не подозревал, что эти моменты, которые он считал повседневными, вскоре станут значить гораздо больше для его жены Сары. Несколькими неделями ранее мир Джейка и Сары рухнул. Однажды вечером Джейк пришел домой с работы, изнуренный и с ощущением тошноты, под ложечкой. Но то, что он там узнал, было похоже на пощечину. Он узнал, что Сара была в контакте со своим бывшим парнем Чарльзом, а Чарльз, эта тень прошлого, утверждал, что Эмили не дочь Джейка. Слова, сказанные Чарльзом, прожгли мозг Джейка, как горячие угли. Его грызло сомнение, темное облако недоверия. Несмотря на его любовь к Эмили и сильную связь, которую он чувствовал с ней, это подозрение не покидало его. Ситуация была настолько абсурдной и болезненной, что в порыве отчаяния и неуверенности он согласился на ДНК-тест. Дни, предшествовавшие результату, были пыткой. Затем пришла уверенность. Тест подтвердил то, что всегда говорило ему сердце. Эмили была его дочерью. Облегчение было ошеломляющим. Но тень случившегося все еще висела над отношениями между ним и Сарой. Он не мог просто так забыть ее контакт с Чарльзом. Сегодня утром Сара пошла за покупками. Джейк воспользовался возможностью провести время с Эмили, чтобы сократить внутреннюю дистанцию. Он подарил ей кубики лего и рассмешил ее. Теперь, когда замок был почти готов, он поставил один из ее любимых дисков с веселой детской музыкой. Он встал, взял ее маленькие ручки в свои и начал танцевать с ней по гостиной. Эмили хихикала от радости, ее кудри закручивались кругами. Джейк чувствовал глубокую, искреннюю любовь к этой маленькой девочке. Это была тихая, ненавязчивая привязанность, простой момент, полный смысла. Сара вернулась немного позже, чем ожидалось. Ей было трудно переваривать события последних нескольких недель. Выйдя в коридор, она услышала музыку, доносившуюся из гостиной, и увидела экран своего ноутбука на кухонном столе. Короткий видеоролик, который она записала несколько дней назад, воспроизводился циклично. Это были утренние снимки Джейка и Эмили. Она видела, как Джейк улыбался Эмили, как он танцевал с ней, как брал ее маленькие ручки в свои и как они вместе смеялись. В горле у нее подступило рыдание. Не сам смех тронул ее так глубоко. В глазах Джейка она увидела чистую, неподдельную любовь, бесконечное терпение и привязанность, которые он проявлял к ее дочери. Слезы, текущие по ее щекам, не были слезами печали или отчаяния. Это были слезы облегчения, благодарности и любви. Она тихо вошла в гостиную и еще несколько минут наблюдала за ними двумя. Затем она слегка кашлянула. Джейк обернулся и, увидев ее, осторожно отложил Эмили в сторону. Он встал и подошел к Саре. Не говоря ни слова, она обняла его, ее слезы капали на его рубашку. «Спасибо», — тихо прошептала она, — «спасибо за ваше терпение, вашу любовь и за то, что вы такой замечательный отец». Несколько дней спустя Сара и Джейк получили запретительный судебный приказ против Чарльза. Они вышли из этого болезненного эпизода, окрепшие уверенностью в своей любви друг к другу и глубокой связью, которую они разделяли с Эмили. Они знали, что их маленькая семья во всем ее несовершенстве была тем, что действительно имело значение. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.